Привет, YouTube! Меня зовут Валерия, и это канал об искусственном интеллекте. Сегодня я подготовила для вас нечто особенное. Технологии окружают нас со всех сторон и уже влияют на множество аспектов повседневной деятельности. И сегодня я хочу разобраться в том, как искусственный интеллект затрагивает одну из самых человеческих профессий – психотерапию. Я задалась вопросом, может ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить психотерапевта? И насколько безопасно использовать инновации в такой чувствительной сфере? Эти и другие вопросы я задала кандидату медицинских наук, практикующему гештальт-терапевту, одному из основателей и идеологов медицинского и психологического проекта Медарт-Про Сергею Анатольевичу Ануфриеву. Сегодняшний разговор обещает быть длинным и интересным. Уверена, что вы узнаете для себя много нового. Как всегда, самое увлекательное и важное ждет вас в середине видео. Так что оставайтесь с нами до конца. И, конечно, если вы еще не подписались на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Для начинающего блога это не только поддержка, но и мотивация для создания новых интересных видео. Нажимайте на кнопку подписки, на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и приготовьтесь к долгому и длинному разговору. Погнали! Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Рад, что у вас существует такой прекрасный канал и поднимаете очень важные современные темы для наших всех пациентов и клиентов. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте. Проект появился, когда наступил ковид. Люди нуждались в независимой, проверенной, научно достоверной информации. И вот тогда я и группа единомышленников, объединив наши усилия, создали такой телемедицинский сервис. К нему присоединилась еще и психологическая часть. Врач у нас находится в подчиненном состоянии. Он работает по контракту в государственном или частном секторе и не обладает профессиональной автономией. И наша цель была объединить людей, которые вне иерархии, вне зависимости от мнения чиновников, имеют профессиональную автономию и могут транслировать своим клиентам и пациентам действительно научные знания. В эпоху ковида это было актуально, потому что непроверенная информация лилась из каждого утюга, как теперь говорят, и различные лекарственные средства, вакцины и все прочее, к сожалению, не прошедшие клинических испытаний, насаждались методами пропаганды. И люди нуждались, чтобы обратиться к доверенным врачам. Так появился наш проект. Сергей, подскажите, используете ли вы ChatGPT и искусственный интеллект в вашем проекте? Ну, действительно, активно внедряется в системе здравоохранения многих стран искусственный интеллект, и мы в этом тренде используем интеллектуальные агенты в рамках телемедицинских консультаций и психологического консультирования. Это позволяет нам отслеживать прием лекарств, мониторить состояние и психологическое, и физическое, включая носимые устройства, обрабатывать эту информацию и фактически долговременно наблюдать пациента. Долговременное наблюдение пациента снимает очень много вопросов. Когда мы знаем историю его не только жизни, но и того, что происходит с ним вне нашего контакта, физическая активность, как хорошо он спит, какой колораж он потребляет и многие другие сведения, все это дает врачу возможность лучше и качественнее оказывать медицинские и психологические услуги. Поэтому изначально мы ставили перед айтишниками задачу, чтобы интеллектуальные агенты были вшиты в нашу медицинскую платформу. Что касается чата GPT, то здесь очень много дискуссий на эту тему, и мы сегодня обсудим все те риски использования чата GPT, поскольку мы считаем, что здесь много хайпа, как теперь говорят, но, безусловно, это хороший помощник для и врача, и для клиента, но во многом преувеличена роль чата GPT в оказании психологической и медицинской помощи. Сергей, я знаю, что у вас достаточно большой опыт работы в качестве гештальт-терапевта. Расскажите, что отличает, на ваш взгляд, хорошего психолога от плохого? И может ли искусственный интеллект с этой точки зрения стать хорошим психотерапевтом? Хороший психолог – это прежде всего знания, это компетенции и это жизненный опыт. Во многих странах говорят, что стать хорошим психологом, конечно, нужно прожить определенный кусок жизни, чтобы на личном опыте встретиться со многими теми ситуациями, которые разбираются вместе с клиентом. Если говорить про искусственный интеллект, то у него нет сознания.
а именно сознание дает нам при контакте человек-человек такие важные компоненты психологического и медицинского консультирования, как эмпатия. Вчувствование или сочувствие, как мы говорим, это то, что позволяет клиенту почувствовать, что он доносит свою информацию, что ее слышат, что разделяют и чувства понятны психологу. Все это, безусловно, в лучшей степени способствует терапевтическому контакту или альянсу, как это иногда называют. В идеале такая ситуация в долговременной перспективе позволяет человеку, клиенту личностно расти в виде доверия, в виде принятия и безоценочное суждение. Можем ли мы это требовать от искусственного интеллекта? Конечно, нет. Про эмпатию я уже сказал, что ввиду отсутствия сознания у искусственного интеллекта эмпатия может только имитироваться. Ну и не случайно говорят про эффект Эльзы, о том, что создается впечатление у многих клиентов, что так хорошо, так ласково, так принимающе отвечает в письменном или голосовом варианте чат-бота, что это практически живой человек. Но это не так. Более того, искусственный интеллект не всегда, или чат-бот, который отражает языковую модель искусственного интеллекта, не всегда учитывает культурные, этические традиции и аспекты. И такого рода этические нюансы, этические выборы в большей степени доступны только человеку. Он видит это и может в этой ситуации психолог и врач совместно с клиентом вырабатывать решение, которое отвечает потребностям клиента, а не действует по шаблонам, по которым действует искусственный интеллект. Спасибо. Расскажите немножко более подробно про то, как настраивается контакт между терапевтом и клиентом, и насколько это важно. Контакт — это 80% невербальной информации. Когда встречаются клиент и психолог или врач, и возникает определенная магия, как мы говорим, где возникает доверие, возникает наблюдение друг за другом, и то, что позволяет двигать психологический контакт, психологическое консультирование. Это, конечно, поэтапный процесс между двумя живыми существами. Сложно представить, как этот контакт может возникнуть с искусственным интеллектом, потому что мы видим не только речь, мы видим письменную речь. И еще Платон говорил о том, что письменная речь, она, в общем, беззащитна, а она не может ответить, постоять за себя. Здесь уходит самый важный аспект — диалог голоса. Конечно, донести какие-то техники, какие-то алгоритмы поведения искусственный интеллект может. Но донести теплоту, донести чувства, донести душевный контакт, безусловно, этого нет. И тогда медицина или психология превращается в очень формализованный алгоритмичный процесс. Нужно сказать, что медицина — это не анатомия, физиология, микробиология. Это еще и гуманизм, это еще и человеческий контакт. Вряд ли искусственный интеллект сможет просто вместе помолчать. То, что иногда нужно клиенту, придя на консультирование психологическое, просто вместе посидеть, помолчать и ощутить, что я не один в этой вселенной. Вряд ли искусственный интеллект сможет так поддержать человека в такой форме. Поэтому здесь мы говорим об очень ограниченном применении и чата GPT, исключительно в каких-то элементах, например, когнитивно-поведенческой терапии, где есть определенные алгоритмы, ну, например, как снять стресс, как использовать диафрагмальное дыхание, как снизить уровень тревоги. Это конкретные алгоритмы и шаги. Ну, вот здесь действительно чат GPT может помочь. Это такой подсказка, такой суфлер, который всегда с тобой. Ты открыл телефон, и ты можешь получить пошаговку, что нужно сделать. Но если мы говорим о личностном росте, если мы говорим о том, когда мы прорабатываем какие-то детские истории, детские травмы, а я уже не говорю про экстренные ситуации, потому что в экстренных ситуациях, конечно же, только помощь другого человека, специалиста, профессионала может помочь, а не чата GPT, потому что ответы могут быть, к сожалению, не отвечающими интересам клиента и, более того, вредные. Помните, в детстве, Валерий, вы, наверное, тоже читали Ослера «Вредные советы». Вот как раз чат GPT, и действительно есть уже прецеденты печальных событий. В Бельгии мужчина
Понятно, что имеющие глубокие психические расстройства, но тем не менее, контактируя с чатом GPT, совершил самоубийство. Таких прецедентов будет достаточно много, к сожалению, потому что люди, в силу стигматизации психолога, психиатра, боятся к нему обращаться и используют любые доступные каналы, как мы шутим, доктор Google или там доктор Яндекс. Теперь это чат GPT, чтобы поговорить и как-то получить медицинскую помощь или психологическое консультирование. Бывают ситуации, когда человек не может обратиться к человеку другому, к психологу. Он, например, стесняется, либо это там 4 часа утра, и ты понимаешь, что не можешь написать своему психологу, и хочется вот прямо сейчас получить вот эту поддержку. В таких случаях что можно сделать, как можно себе помочь? Есть телефоны кризисных центров, которые круглосуточные, и я все же рекомендую людям обращаться именно в такого рода центры, потому что ситуация, если в 4 часа ночи возникает экстренная потребность с кем-то поговорить, это может быть действительно ситуация, требующая профессиональной помощи и, возможно, даже медикаментозной и медицинской. Понятно, что если нет даже телефона горячей линии, но есть чат GPT, наверное, это лучше, чем ничего. Чат GPT он будет заменять, будем говорить так, средненького психолога или там средненького участкового терапевта, но качество этой замены, конечно, оставляет желать лучшего, да, то есть людям нужно отдавать отчет, что никакой ответственности искусственный интеллект, а также чат GPT, кстати, об этом разработчики открыто говорят, никто этого не скрывает, не несут за последствия использования знаний. Более того, некоторые нейросетки включают дисклеймер о том, что медицинскую информацию мы не даем, обращайтесь к врачу. В общем, это правильная этическая позиция разработчиков этих нейросетей. Но, тем не менее, многие упорно пытаются задать вопрос. Обычно ее пропускают. Да, потому что хотят хоть какую-то помощь. Это, конечно, кризис доверия к системе здравоохранения, к психологам, к врачам. И действительно, я понимаю людей. У нас фактически мы лишились врачебной тайны. Доверие падает, и поэтому они готовы обратиться к таким, может быть, обезличенным системам. А как вы видите вообще в будущем, может быть, чат GPT докрутят все этические вот эти вот проблемы моральные? Можно ли все-таки заменить психолога какой-то бесчувственной машиной? Заменить точно нет. Действительно, многие думают, что это будущая замена. Нет. Да? Это такая заплатка. Это имитация психологической и медицинской помощи при помощи чата GPT. Да? Почему? И здесь есть несколько аргументов. Первое. Нейросетка, она условно использует определенную базу данных. Какую? Даже если туда зальют все медицинские стандарты, которые одобрены консенсусом, то пациент в этой ситуации получит, будем говорить, такую сугубо медицинскую информацию, в которой плохо ориентируется. И здесь нужен профессионал, который как такой шерп проведет в лабиринтах системы здравоохранения или психологической помощи, помогая освоить назначенное чатом GPT. Второй момент связан с тем, что на данный момент используется ту информацию нейросетка, которая размещена в сети интернет. То есть это о том, что информацией можно манипулировать. Чем вы накормите нейросетку, то она вам и выдаст. Но ведь и врач тоже может так сказать. Да. Это ключевой момент. Если вы так учили, да. Ключевой момент, что врач, например, в нашей стране, он является, фактически, де-факто чиновником, потому что он по контракту. Вот тебе дали инструкцию Минздрава, лечи по инструкции Минздрава. То есть у нас врач не обладает ключевым аспектом профессиональной автономии. Что такое автономия? Это значит, я лечу так, как решило медицинское сообщество. Не так, как мне главврач или Минздрав сказал, а так, как медицинское сообщество решило. У нас, к сожалению, такая специфика, что нет медицинских ассоциаций, которые выполняют функцию саморегулирования, поэтому врачи действительно, в общем, приравнены, наверное, к чату GPT, да, что в нейросетку загрузили сверху, да, то они и продуцируют. Но наш проект Медарт Про именно объединить тех врачей, которые обладают профессиональной автономией, и создавать эту профессиональную автономию. И это в определенной степени переход к децентрализованным автономным организациям, к DAO, где, в общем, есть профессионализм, есть ценности, есть протоколы, и есть интересы клиента, пациента, да, ради которого мы и работаем. Поэтому, действительно, здесь, Валерия, это в таких, будем говорить, иерархических системах здравоохранения, где
врач лишен профессиональной автономии, он фактически, как чат GPT, использует инструкции, которые загрузили ему на работе с утра на конференции. Сергей, скажите, как личность психолога влияет на вообще весь процесс психотерапии в общении с клиентом? Действительно, когда мы учимся на психолога, мы сами проходим психологическое консультирование в определенном объеме, и более того, психологу очень важно самому постоянно обращаться к психологу и быть с ним в контакте по одной простой причине, что это такая психогигиена. Для того, чтобы собственные какие-то искажения, собственные какие-то наводки не проецировать на клиента и здесь действительно оставаться в адекватной реальности. И не поддаваться, может быть, таким же паническим страхам, паническим атакам, тревогам, которые так захлестывают клиента, что могут непроработанного психолога тоже захлестнуть. В этом плане чат GPT проще. Да? У него нет паники, у него нет страхов, у него нет тревоги. Но в этом есть и определенная холодность. Да? Потому что если мы говорим о каких-то событиях, а у нас в России сейчас события своей новизной зашкаливают, почему и растет количество тревожных расстройств, панических атак и депрессий. Например, случилось 24 февраля. Если он идет в чат GPT, там просто нет этого. Там нет этого контекста, как реагировать в такой ситуации, да, потому что это новый контекст, новая ситуация. Да? Поэтому на этом фоне это просто не валидные рекомендации. Чат GPT контекст здесь и сейчас, что у тебя за окном упал беспилотник, он этого не знает. Поэтому он тебе дает усредненные, нескольколетней давности советы. Мы же работаем с клиентом здесь и сейчас, преломляя все происходящее в данной консультации, в данном процессе помощи, в меньшей степени опираясь на какие-то прошлые. Вот именно здесь и сейчас чат GPT работать не может. Поэтому здесь глубины психотерапевтического или психологического консультирования мы не дождемся. Это заплатка. Это заплатка для очень такого простого, примитивного уровня. Очень важный вопрос, Валерий, который вы задавали, по поводу того, что будет дорабатываться чат GPT. Он точно будет дорабатываться, потому что уже сейчас мы видим определенное расслоение на критически мыслящих людей, и люди, которые просто не хотят заниматься этим вопросом, которые готовы поглощать доступное, простое. И действительно сейчас этим людям нужна очень быстро медицинская помощь, очень быстро психологическая помощь. Привыкли нажать на кнопку телефона, и чтобы это появилось прямо передо мной. Вот, конечно, для них и государство, и правительство будут создавать такого рода сервисы. Для того, чтобы дать вот такую заплатку. Быстро, но не очень качественно. В принципе, это вкусная точка. В данный момент уже есть приложения по психологической помощи. Как вы считаете, они полезны или скорее на данный момент вредят? Для меня, как не только врача, психолога, но и научного работника, это, конечно, полезная история. Мы накапливаем материал. Это позволяет лучше понять те риски, которые несут новые технологии. А они всегда несут новые риски. И выявить их, понять, обозначить, предупредить это дело ответственных людей, врачей, психологов, обозначить, какие существуют риски. Понятно, что мое тело, мое дело. Никто не отнимет смартфон, никто не заблокирует. Хотя некоторые страны заблокировали. Нам повезло, нас просто исключили, да, поэтому на вашем канале можно узнать, как все-таки подключиться, да, минуя всякие препоны. Но тем не менее, это не всегда столь доступная технология. Во многих странах же законодательно запретили, боясь утечки биоданных и другой информационной части государственных каких-то знаний. Поэтому здесь, в общем-то, чат GPT будет развиваться, думаю, под контролем государства. И еще раз ключевой момент. Раз под контролем корпораций или государства, это значит питаться эта нейросетка будет той информацией, которую ее загрузит. Не мы с вами, да, а кто-то. Большой брат.
Да, мне очень интересно, как поменялась вообще психотерапия после пандемии, когда телемедицина стала вообще набирать сумасшедшие обороты, и очень много людей стали общаться через камеру. То есть порой мы даже не знакомы с теми людьми вживую, с которыми общаемся каждый день. Это касается как работы, так и какой-то медицины и психотерапии в том числе. Как вот поменялось? Ну, действительно, искусственное разделение людей по норкам, да, это часть биополитики, да, сделать кластеризацию, атомизацию Мгм. общества. Конечно, мы потеряли самое главное — человеческий контакт. И многие сейчас рвутся обратно в офис. Уже многие поняли, что вот эта децентрализация и общение по интернету убивает очень многое. И, конечно же, это убивает и в медицине, и в психологии. Мы смеялись, когда говорили, что консультировать по скайпу. А сейчас Мгм. целые сервисы, которые хвастаются миллионными консультациями, именно потому что вот они в телемедицине. Конечно, уходит человеческий контакт. Мгм. Еще раз хочу сказать, 80% информации это невербально, это не то, что мы говорим словами. Да. А психолог наблюдает, так же, как наблюдает и врач. Это важно. Это поведение тела, поведение глаз, это движение, это микродвижения, которые считываются и учитываются при работе с клиентом. Мгм. Конечно, когда клиент находится там за камерой, звук прерывается, не всегда мы слышим голос так четко, как это происходит в одном пространстве. Когда мы не понимаем энергетику и дыхание человека за камерой, за экраном, то, конечно, качество психологического консультирования снижается. Мгм. Ну и еще она более сужается, когда просто переписка, да, но такое мы с вами видим. Да. Ну, вот вы сказали, что идет тенденция все-таки, наоборот, к централизации, то есть люди выходят в офис, но некоторые, наоборот, некоторым понравилось, что они сидят дома, некоторым вообще не хочется общаться ни с кем, и вот в крупных городах, таких как, например, в Токио, там уже наблюдается такая тенденция, что люди вообще даже не общаются с другими, они сидят, ухаживают за своим бонсаем, и в этом как бы заключается их жизнь. Вот для таких людей хорошо ли, что у нас вот появились такие новые технологии, или же все-таки это еще хуже становится? Слушайте, ну, на мой взгляд, еще хуже, потому что человек — существо социальное, оно без контакта с другим человеком, в общем-то, входит в такую аутичную депрессивную фазу, и я подозреваю, что по количеству антидепрессантов во всем мире сейчас просто Мгм. резкий всплеск. И это, конечно, последствия вот этой атомизации, да, когда люди по норкам сидели, больше 3 на Пасху не собираться в Германии. Да, это, конечно, приводит к тому, что люди теряют то, что давало им ресурсность, а это давало ресурсность общения с другим Мгм. человеком. Так что чат GPT не спасет ситуацию, когда человек решил с бонсаем провести остаток Мгм. своей жизни. Это уже о глубоких нарушениях его психики. А с чем это вообще может быть связано, вот такое желание быть одному и вообще провести свою жизнь в одиночестве? Ну, чаще всего, когда человек не реализуется в этом мире, темпы нашей жизни стали сумасшедшими. Новизны так много, что наш мозг не успевает перерабатывать эту информацию. Призрачные цели, отсутствие смыслов, все это приводит к тому, что человек понимает, что он выпадает на обочину. Он не видит смысла к работе, к движению, цели, навязанные сверху, ему сложно реализовать. Мгм. Ну и в этих ситуациях люди закрываются. Либо истощаются, либо выгорают, либо вот уходят в депрессию. То есть это вот такое определенное закрытие, когда я не успеваю вот в этом беге, когда я не понимаю, для чего, что мне нужно, или я не соответствую ожиданиям общества. Поэтому в этой ситуации люди что? Истощаются и сходят с дистанции. Как они Мгм. сходят с дистанции? Закрываются, капсулируются, весь мир враждебный, и желательно с ним не общаться. То есть это вот такая дисгармония, когда отсутствует адекватный контакт с внешним миром, отсутствует опора на свои какие-то ценности, опора на себя. Ну и человек, ощущая себя этой песчинкой, стремится вот как-то создать такую толстую большую границу, оболочку вокруг себя, чтобы этот мир не ранил его. Мгм. Ну, например, многие девушки говорят, вот у меня жизнь как не в Инстаграме. Соответственно, это что, разве жизнь? Если Мгм. там нету яхты, Роллс-Ройса, если нет какого-то шика, красоты, это ж не жизнь, да, и понятно, что уровень дохода, возможности перемещения в другие страны сейчас сузился, экономический кризис, и в этой ситуации, конечно, многие чувствуют огромную такую дезадаптацию, страх
и замыкаются в себе. Мгм. А почему это чаще происходит в крупных городах, а не в деревнях, в мелких городах? Да, мы шутим всегда, у шахтера не бывает неврозов. Мгм. Да, это действительно так. Именно город, который, в общем, насаждает такие бешеные ритмы, огромное количество активностей, соблазнов, целей, вот он и рождает вот эту, как белка в колесе, кручение человека в этой Мгм. жизни. И в этой суете дом-работа, какие-то цели, которые, в общем, Инстаграм транслирует, и приводит к тому, что выдыхается человек. В Мгм. деревне такого нет. Утром встал, значит, подоить корову, причем утром встал это в 5 утра, да, Мгм. подоил корову, хороший физический труд, да, гармоничная окружающая среда, никто не норовит сфотографировать для Инстаграма или записать какой-то ролик в ТикТоке, никто не проводит столько много времени, вовлеченные в компьютерные и другие коммуникации. Мгм. Конечно, это более естественно для нашей нервной системы и мозга состояние. Конечно, люди сразу же гармонизируются. Кстати, очень много разных ретвитов, когда там целый день молчания или неделя молчания. Теперь уже это продается как Мгм. вот такая практика избавления от стрессов. Digital detox, да. Да, ну сейчас, кстати Мгм. говоря, вот бегство из городов в определенных странах наметилось, потому что ну, невозможно жить в таком ритме. Это Мгм. человеконенавистнический ритм для нашей нервной системы, для нашего мозга, для нашей психики. И чаще всего это получается связано именно с технологиями. Чем больше развиты технологии, тем больше получает стресс организм наш. Да, я помню, как еще где-то, наверное, ну да, 25-30 лет назад приезжали мои друзья по обмену, и они говорили, у вас в Петербурге все читают книги, Мгм. особенно в метро. Теперь мы видим, что люди читают только смартфон, Да. скроллят, и даже когда они идут по улице, они тоже читают, они постоянно в Мгм. смартфоне. То есть идет колоссальный информационный перегруз. И это рождает ну, огромную такую дезадаптацию психики Мгм. человека. И мы не готовы, да, к этому технологическому Эволюционно прорыву, нет. да? Эволюционно нет. Эволюционно человек не может поглощать так много информации, Мгм. как он поглощает сейчас. У нас нет понятия цифровая гигиена, информационная гигиена. Ам, Плюс мир так меняется, и мы сконцентрированы так на глобальных проблемах, Мгм. что мы отрываемся от того, что дает нам опору. Семья, знакомые, друзья, близкий контакт. Ну, вспомним, зачем встречаться с друзьями, когда я и так все знаю по Фейсбуку или Мгм. там ВКонтакте, всю информацию, и так все знаю. В крайнем случае мы там по Зуму. Ну да, есть ощущение какого-то контакта, даже Контакта, когда ты да, все находишься в знаю, теле. все, теперь и не надо Мгм. встречаться. То есть мы стали очень разобщены, и это, кстати, видно очень на подростках, которые сейчас меньше общаются. Мгм. Они сидят дома, не вылезают из своей комнаты, они постоянно там в телефоне, в компьютере, и на предложение пойти поиграть в футбол там, или просто погулять, там, я не знаю, развести костер, всегда это вызывает очень такое непринятие, потому что вообще, что это такое? Как это Мгм. вылезти за пределы своей комнаты, где вот там ноутбук, там камера, там телефон, это уже страшно. Мгм. То есть вот, в общем-то, продукция нашей эпохи диджитал. Получается, эволюция, она не поспевает за технологическим прогрессом. А к чему это может привести? Ну, Вот через 10, через 15 лет. нервные клетки истощаются просто. Мгм. И никогда мы не видели раньше депрессии у молодых, там, 18, в 20, там, ну, мы видели, но это были такие редкие ситуации, да, и что приходил молодой человек или девушка и говорили, там, в 25, у меня нет будущего, Мгм. или у меня будущее отняли, а я говорю, слушай, невозможно отнять то, чего еще нет, да, можно отнять то, что есть, вот, то есть здесь определенная рафинированность, определенная жизнь в тепличных условиях, она привела к атрофии, к атрофии борьбы за, я не знаю, какие-то смыслы, для реализации целей, их постановка. И это все такая вот тепличная атмосфера. В эпоху, особенно сейчас, когда все есть, да, Мгм. когда не надо там, я не знаю, питание добывать, да, там еда доступна, пожалуйста, пошел купил, как бы, то есть еда стала доступна. В этой ситуации, конечно, человек испытывает очень много невротизации, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Мгм. Невротизации, потому что уходят настоящие какие-то подлинные цели и наступают такие мифические, чему-то соответствовать чаще всего, быть как, да, и общество потребления же нам продает это.
Вот, пожалуйста, возьми кредит, и у тебя будет тот же самая машина, там, я не знаю, квартира, дача, и вот люди попадают вот в эту всю зависимость капитала. Много разных факторов, можно очень много говорить об этом, но, к сожалению, это все приводит при отсутствии ценностей, смыслов и опоры, это приводит к колоссальнейшей дезадаптации. Нет идеологии, нет каких-то опор, ни религиозных, ни каких-либо других. Мы говорим про американцев, но они же опираются на очень протестантскую идеологию. При том диком рынке, который у них, тем не менее, протестантская идеология укоренена с детства. Нам сложнее. Да? Ушла мораль советской эпохи, ничего не пришло вновь. Homo hominis lupus est, человек человеку волк, и что? В результате мы оказались вот кто кого, кто быстрее, и локтями. Ушла вот эта общность, ушла семья, ушли такие взаимные контакты и поддержка, и, конечно, человек здесь оказался беззащитным. И получается, нету ориентиров, не на что опереться, как будто бы, да? Да, вот это мы говорим, одиночество, одиночество. А те дети, которые рождаются уже в эпоху технологий, которые, можно сказать, в руках с айфоном рождаются, для них это так же тяжело, как для тех, кто прошел путь от кнопочных телефонов, от проводных телефонов и вообще до телефонов, до уже айфонов и до искусственного интеллекта. Да, для них очень тяжело даже поесть, потому что если они привыкли в 2, в 3, 4 годика, что перед ними стоит телефон, и они едят, то это закрепляется на всю жизнь. Они уже не могут покушать без телефона, без поглощения информации. И вот эта зависимость, аддиктивное такое поведение, зависимость от вот этого постоянного поглощения информации убивает что? Рефлексию. Убивает, а что я хочу? Убивает, а что мне вообще нравится? Я постоянно что-то поглощаю. Не говоря о том, что все остальные процессы уходят вот в фон. Там работа, там какие-то чувства, какие-то взаимодействия с другими людьми. Я постоянно нахожусь в поглощении вот этой всей информации. Да. И, конечно, очень жалко этих детей, да, потому что на вопрос вообще, что ты чувствуешь, ребенок, не знаю, мультик хочу. Да, и это вот по поводу того, как становятся зависимы от постоянных информационных воздействий, да, за счет и доступности, и за счет того, что внутренний мир этих детей не наполняется общением с другими детьми, не наполняется какими-то жизненными целями, не наполняется какими-то активностями, связанными с другими видами, кроме цифровых. Ну, звучит страшно. Все-таки нас что-то хорошее ждет в будущем. Безусловно, ждет, потому что таланты были и есть. Несмотря на то, что, наверное, не все заинтересованы, я имею в виду с точки зрения развития капиталистической экономики, в том, чтобы было много умных людей. Гораздо проще хлеба и зрелищ дать какому-то контингенту людей, и меньше будет вопросов задавать. Но, тем не менее, в популяции всегда есть свои кулибины, есть свой левша, который подкует блоху, есть свои Тесла, да, изобретатели, колоссальнейшие прорывы в науке, они были, есть и будут, поэтому, конечно, человечество не вымрет и не деградирует, несмотря на то, что очень много способствует этому. Но все-таки вот мне кажется, как будто бы сейчас мы живем в такую эпоху осознанности. Все стали такие осознанные, все про экологию, про психологическую гигиену. Это можно тоже увидеть, что много людей стало обращаться за психологической помощью. Да, больше стало. Да, но почему же тогда все так плохо кажется? Из 100 человек, которые обратились, только 10 остаются в долговременном личностном таком развитии, работая с психологом. Люди часто ищут ответы. Здесь психолог как вот так. Скажи, что делать. Ответ да, скажи, что делать. Быстрый ответ. Это как кнопка в телефоне, как так нажать. GPT. Да, чат GPT, да. Вот дай мне ответ быстро так. Что, работать? Ой, блин, детские травмы, да, ну все, слушай, все. Не хочу. Это больно, это сложно, это работа. Это терпение, и это встреча с определенными сложностями, трудностями. Но человек всегда развивался только когда встречался с трудностями, сложностями, с барьерами, с фрустрацией. Он не развивался, когда он сытый, курил бамбук на Бали. Это тоже надо понимать. И вот тут немногие. Обращаемость действительно растет.
Проблем много. А вот дальше-то работать. Сергей, скажите, а вы в своей практике используете технологии искусственного интеллекта? Если да, то какие? Для меня большим прорывом стало использование нейросеток, которые дают визуализацию по промптам в виде слов. Midjourney — это наиболее распространенная в использовании нейросеткой генерация изображений по ключевым тегам словам. Действительно, мы все знаем карты Таро. Я знаю, что, в общем, многие прибегают к этой практике. И действительно, это очень такая древняя практика ассоциативного вытягивания из подсознательного тех или иных образов. И здесь нейросетка и опыт использования Midjourney очень помогает именно увидеть, визуализировать даже то, что клиент не может выразить словами. Потому что нейросетка по тегам, по словам, которые пишет клиент, дает картинку. И в этой картинке множество деталей, которые вышли за рамки туннельного восприятия ситуации у клиента. Мы видим обычно вот только какие-то одни аспекты. Нейросетка подгружает множество разных деталей. И разбор этих деталей — это круче, чем Таро. Круче, чем Таро, позволяет увидеть, визуализировать то, что клиент даже не озвучивал. И это колоссальнейший прорыв в психологическом консультировании, то, что я вижу у клиентов, когда они визуализируют тревоги, страхи, какие-то ситуации, находя в них те аспекты, о которых даже не подозревали. И здесь использование нейросетки, вот именно те, которые дают визуальные образы, конечно, колоссальное. На мой взгляд, еще не в полной мере как-то психологи это используют, но это точно прорыв. Это точно прорыв. Я подозреваю, что могут быть еще и другие варианты. Ну, например, анализ речи клиента, его темпа, его там, я не знаю, использование тех или иных слов, звуков, которые будут потом коррелировать с теми или иными заболеваниями. Ну, например, там, с депрессией, с панической атакой, с какими-то ОКРами, обсессивно-компульсивными расстройствами. Это будущее, когда мы сможем анализировать речь, мы сможем через искусственный интеллект прогоняя находить, какому больше заболеванию или состоянию может тяготеть именно такой рассказ там, о себе или там, о каких-то событиях. То есть в этом плане будет развиваться. Здесь я тоже вижу перспективы, поскольку это огромная обработка массив данных и возможность прослеживать это у многих-многих людей. Да, кажется, что с точки зрения психиатрии это наиболее такая вот работающая история, потому что там есть определенные паттерны поведения у всех людей. Да, то есть ранняя диагностика той же шизофрении может быть, да, кстати, на эту тему очень много сейчас работ появляется, да, какие там паттерны поведения, какая речь, например, или какие тембры, или какие-то действия. Вот здесь как раз искусственный интеллект может анализировать, ну, например, голос, почерк, да, там те же визуальные образы, которые сам рисует клиент, да, то есть когда этот образ будет сканироваться на компьютер и анализироваться искусственным интеллектом, ну, условно, на предмет возможных психических или психологических отклонений. Это точно будет развиваться. Есть направления, на которые огромные инвестиции. Это болезнь Альцгеймера и паркинсонизм, наиболее распространенные. Они уносят огромные финансовые средства из систем здравоохранения во всех странах. Поэтому сюда точно сейчас будут направлены исследования искусственного интеллекта, вот понимание предвестников, ранних предвестников этих заболеваний по разным признакам. А это территория психологии больше или больше уже в биологию? Ну, действительно, мы здесь имеем вот тот пограничный и действительно уникальный такой синтез нейронаук, где анализируются очень многие показатели, начиная там от диетических пристрастий, образа жизни, почерка, голоса, где все это позволяет вывести какие-то закономерности и в какой-то степени предвосхитить развитие тех или иных заболеваний, а следовательно раннее лечение и предотвращение тяжелых случаев. А что насчет депрессии? Можно ли определить на ранних стадиях вообще? То, что есть склонность к депрессии, может быть?
на данный момент? Я уверен, что будут появляться такие нейросетки и будут появляться такие тесты, потому что когда мы говорим про депрессию, мы часто говорим, что человек перестает замечать себя, свои чувства, свои переживания, и мы говорим, что депрессия — это человек повернулся к себе спиной. Он не чувствует, он работает, надо достичь, надо сделать, он не видит своей усталости, а может быть ее видит, но предпочитает не замечать. Рвутся какие-то социальные контакты и связи, и здесь наступает депрессия. Поэтому по определенным, ну, условно, поведенческим паттернам точно можно сказать, человек идет к депрессии. Остановись. Но, как шутят мои друзья, когда я им это говорю, они говорят такое, говорят, ну, говорит, конечно, говорит, особо люблю докторов, которые дают невыполнимые советы. Ну, когда я говорю, слушай, тебе пора в отпуск, да? Мне говорят, слушай, ну вот, говорит, за что люблю докторов, невыполнимые эти. Кажется, что невыполнимые, но люди просто настолько вовлечены вот в этот постоянный бег, как белка в колесе, что они не могут остановиться, выбрать для себя, в пользу себя решение, да, действительно, взять и поехать. Кажется, что все, мир остановится, все кончится, если я 2 недели отдохну. А как вообще это можно в будущем реализовать? По сути, это ранняя диагностика, но человек обычно обращается, когда уже что-то плохо. И тогда уже крайне сложно эту проблему решить. Насколько я поняла, ваша система Медарт полностью на каждодневной основе, она, получается, собирает данные по клиенту. Да, мониторинг состояния физических функций. Угу. Если мы видим, ну, есть уже известные достоверные факторы риска, там вес, гиподинамия, злоупотребление алкоголем, курение, там определенные показатели давления, пульса, физической активности, все это мониторится, и тогда мы можем говорить, ну, например, о кардиориске. Да, мы можем говорить о том, что может привести к серьезным заболеваниям. Более того, у нас зашиты определенные чекапы, исходя из возраста, исходя из тех факторов риска, которые есть у человека. Ну и, наконец, сейчас мы подключаем генетическую диагностику, когда есть гены, которые уже доказано могут, подчеркиваю ключевое слово могут, не обязательно это произойдет, но привести к тем или иным заболеваниям. Да, действительно, есть гены, которые характерны для Альцгеймера, Паркинсона, да, и мы в этой ситуации просто говорим, что важно для профилактики делать. Ну, например, решать судоку или играть в игру Го. То есть, получается, это как семейный врач, как это раньше было. Сейчас это уже такой современный семейный врач, который постоянно следит. Да, вооружен информационными технологиями и цифровыми технологиями, да. Действительно, это для тех людей, кто ответственность испытывает за свое здоровье и понимает ценность своей жизни. И выбирает такое долговременное постоянное наблюдение. И я на самом деле был приятно удивлен, таких людей сейчас все больше и больше, которые говорят, я вот хочу спокойно наблюдаться у семейного доктора, да, чтобы туда информация передавалась, чтобы, по крайней мере, я не знаю, не только долго жить, но и качественно, что самое важное. Тут даже вопрос не длительности, а качества жизни. Ну да, все больше популярность набирает биохакинг, например. Люди озабочены своим здоровьем, озабочены своей И какую бы таблетку съесть, чтобы жить вечно? Да, обязательно. Да. Такой таблетки нет, сразу скажу. Может быть, искусственный интеллект нам поможет. В этом плане огромные прорывы в фармацевтике, потому что там действительно подбор новых молекул, лекарственных средств, ну, например, антибиотиков уже 10 лет новых не изобретали, а бактерии совершенствуются, поэтому искусственный интеллект здесь точно делает прорывы в области фармакологии, это да. Да, недавно как раз вот он помог найти лекарство от старения, и сейчас его испытывают. На мышах. Да, посмотрим, к чему это приведет. Да, но я открою большую тайну. Те мыши, которые голодают, живут дольше. Это говорит о том, что слишком много мы потребляем глюкозы, слишком доступно нам стало питание на фоне гиподинамического образа жизни, да, и той экологии, в которой мы живем. Поэтому здесь иногда даже просто меньше есть, это уже будешь дольше жить. Вот оно самое главное, да. Секрет молодости. Ну и секрет еще в том, что только на 10% наше здоровье зависит от врачей и системы здравоохранения. Остальное от экологии, от генетики, да, от образа жизни. Поэтому, когда мы говорим про зеленую повестку, когда мы говорим про там, образ жизни, здоровый образ жизни, да, это вот по поводу действительно тех факторов, которые реально вносят свой вклад в здоровье человека.
Сергей, спасибо за интересную беседу. Было очень много нового. Я думаю, что и для зрителей тоже было много новой полезной информации. Давайте подведем итоги и все-таки распределим, что из этого плюсы, что минусы, какие-то аргументы за применение искусственного интеллекта и против. Врачи и психологи всегда осторожно относятся к новым технологиям. И здесь концепция утилитаризма помогает, смотри, дает ответы. Она здесь иногда играет такую злую, роковую службу. И были в истории фармацевтики лекарства, которые приводили к огромнейшим увечьям, хотя на первых стадиях клинических испытаний показывали, что это все здорово и помогает. Поэтому здесь врачи с некоторой настороженностью и психологи относятся к этой технологии. Какие риски, назовем это так? Прежде всего то, что та информация, которую использует чат GPT, она не всегда научная, не всегда достоверная, и иногда это просто откровенно фантазии на тему. Прекрасные, хорошие, интересные, но просто фантазии на тему. А следовательно, использовать их как рекомендации, конечно, опасно пациентам, клиентам психологов. Если созданы нейросетки, которые действительно сформированы на основе рекомендаций, например, когнитивно-поведенческой терапии, то они могут помогать человеку в определенных ситуациях, использовать те или иные техники, которые помогут ему выйти из кризисной ситуации, возникшей в его жизни. И это, в общем, под контролем медицинского или психологического сообщества созданные проекты, а не просто IT-индустрии. Среди тех рисков, которые мы видим, это отсутствие соблюдения этических вопросов, которые в медицине очень важны, конфиденциальности и юридических аспектов. Это прежде всего ответственности за те рекомендации, которые дает чат GPT. По поводу этических аспектов здесь очень важно отметить, что врачи исповедуют пациент-центричную модель. Это значит, что мнение пациента остается финальным и решающим. Например, приходит ко мне пациент, и я говорю, вам нужна операция, иначе вы в течение года умрете с вероятностью такой-то. И здесь финальное слово оперироваться или нет, лечиться или нет остается за пациентом. Это и называется пациент-центричное. То есть финальное решение, лечиться или нет, как лечиться, принимает пациент. И мы, врачи и психологи, здесь поддерживаем любое решение, даже если оно не отвечает современным требованиям. Чат GPT таких аспектов вряд ли, такие оттенки вряд ли увидит. Более того, назначение лечения в ряде случаев приносит вред. Мы лечим основное заболевание, но мы получаем кучу побочных эффектов. И вот здесь возникают так называемые этические дилеммы, которые согласовываются вместе с пациентом. Насколько он готов получить те или иные осложнения, принимая то или иное лекарство. Например, активно сейчас используются статины, лекарства, понижающие уровень холестерина в крови. Понятно, когда мы понижаем уровень холестерина в крови, он понижается везде, включая мозговые клетки. И, конечно, не секрет, что у многих пациентов наступает слабоумие, снижаются когнитивные функции на фоне приема этих препаратов. Да, не у всех, но это встречается. И пациент должен быть об этом проинформирован, что он выбирает: смерть от инфаркта, высокую вероятность, либо, в общем, впасть в старческий маразм. Как один из примеров такого рода этических дилемм. Чат GPT их вообще не понимает и вряд ли их сможет трактовать. Да? Это только в контакте с врачом. Важный аспект в работе с психологом, что риск у чата GPT давать информацию, условно, не актуально на сегодняшний день, то есть без понимания контекста. А среди плюсов, о которых я говорил уже, это о том, что чат GPT открывает возможность, и вообще нейросетки открывают возможность помощи. Например, когда пациент наблюдается у психолога, но имеет возможность записывать или отражать в виде дневника в беседах с чатом GPT свои эмоции в течение дня. И тогда уже сам процесс переписки с чатом GPT становится предметом анализа на сессии с психологом. То есть это такая модерируемая, управляемая ситуация. Это такой ассистент. Ассистент у врача, медсестра, да, такая своего рода, как у психолога, ассистент, который помогает в каких-то ситуациях. И нейросетки, которые позволяют формировать рисунки или формировать какую-то аналитику,
это точно в помощь в лучшем понимании бессознательного, Мгм. когда визуализируются те или иные картинки и образы. Поэтому так же, как топор может использоваться и в Петербурге, да, для убийства старушки, так и для благого наколоть дрова и Мгм. топить печку. Поэтому здесь мы говорим о том, чтобы профессионалы, медики, психологи участвовали активно вместе с IT-индустрией в продвижении кодекса этики, в обозначении тех рисков и тех возможностей, которые дают новые технологии. И тогда это точно будет во благо нас всех. Мгм. Скажите, а вы сами используете ChatGPT вот для личных целей, может быть, или в обычной жизни? Я использую очень активно для того, чтобы эту технологию понять. Мгм. Более того, у меня есть студенты, которые пишут дипломные работы, и я им, значит, подсказал, говорю, слушай, вот давай используй. На что мне дали в университете отклик, говорят, в этом году ваши студенты написали очень хорошие дипломы, да. Понятно, что я их редактировал, потому Мгм. что действительно ChatGPT многие рутинные, простые операции помогает сделать быстрее. И я это использую тоже для того, чтобы сэкономить время для простых каких-то действий, где действительно информация не носит критически важного характера, а она требует просто агрегация тех или иных сведений. Ну и в своей психологической практике это вот интерфейсы, нейросетки, которые рисуют. Да, это очень такая практика, которая полезна, важна и продвигает клиентов. Мгм. Спасибо. Валерий, я хочу выразить большую благодарность, что вы к этой теме прикоснулись. И пространство Neoteric Space, которое вы развиваете в YouTube, продолжало брать интервью на тему, связанную с жизнью человека, то, что мы называем Life Science, потому что, наверное, это волнует людей не меньше, чем цифровые технологии. Качество их жизни и на стыке цифровых технологий и реальной жизни, виртуального мира и реального мира. Поэтому успехов вам и каналу Neoteric Space. Спасибо большое. А вы подписывайтесь на мой канал. И все будет хорошо. Да.